ладони мы пронесем через года. Мы пронесем через года. Меня зовут доктор Саман Вирсингх. Сейчас я работаю у советником президента по международным вопросам. Но до марта прошлого года я был послом Российской Федерации. До этого тоже был советником президента. Но я закончил Московскую медицинскую академию в России. Высшее образование получил. Родина героя этого интервью – Шри-Ланка, островное государство в Южной Азии. Остров славится своими живописными водопадами и просторными долинами. На первый взгляд Шри-Ланка может показаться очень неторопливой страной, жители которой никуда не спешат, беззаботно наслаждаясь жизнью. Однако высокие экономические и социальные показатели последних десятилетий говорят о том, что здесь любят и умеют работать. Значимую роль в жизни и развитии этого яркого самобытного государства играют специалисты, чья судьба тесно связана с Россией. Один из них – выпускник Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Саман Кумара Ранджит Вирасингхи. Ланкинский врач, дипломат и бизнесмен, Саман еще в период своего обучения увлекся российской культурой и по сей день является активным приверженцем укрепления всестороннего сотрудничества между Шри-Ланкой и Россией. Человек, который получил высшее образование в Советском Союзе, в Российской Федерации, человек, который занимается бизнесом, и человек, который попробовал себя в области государственной службы. Расскажите, пожалуйста, как вы приняли решение ехать на учебу именно в Советский Союз? Я когда закончил школу, был конкурс на государственные стипендии на Советский Союз. И я когда отправил свою заявку, и они решили меня отправить именно в Советский Союз чтобы получить высшее образование. И родители меня согласны были. Но сначала чуть-чуть были, конечно, вопросы. Но потом они согласились, потому что это время было очень большая конкуренция туда ехать. И я как раз, когда я был в Советском Союзе, я пошел потом в подготовительный факультет, учил русский язык и физика, химия, биология, вот эти предметы в Краснодаре. И потом после Краснодара я получил направление в Московскую медицинскую академию. И тогда это был Московский медицинский институт, первый. Я закончил первый мед. Я знаю, что закончили с отличием. Да, я с отличием закончил. Но я потом приехал в Шри-Ланку. Как раз это время Советский Союз, вот это все вопросы возникали. Перестройка, потом очень были тяжелые время. Но все время, это время в нашем вузе меня пригласили приехать, возглавлять, работать в вузе. Потом я приехал обратно в Россию, обратно в Шри-Ланку по приглашению бывшего президента. Стал советником его. И тоже по российским вопросам СНГ. И потом новый президент меня предлагал, был послом. Я был послом 2 года и 3 месяца. Потом приехал, он меня еще раз назначил вот этот пост. Вот так, можно читать. Жизненный путь. Да. Я хочу вернуться в то время, когда вы учились. Выбирать профессию помогали родители? Нет, я очень любил химию и биологию. Поэтому это был как раз медицинский специальность в Шри-Ланке. Я когда получил хорошее образование, и без вопросов я получил медицинские специальности в Советском Союзе. В Советском Союзе многие выпускники получили качественное образование. Да, здесь именно качественное. В Советском Союзе не было никаких разговоров. Если ты экзамен не сдашь 3 раза, тебя отчисляют или минимум дадут повтор года. Не как сейчас. Это раз. Второй, в Советском Союзе были очень много, в своей группе очень много русских. Поэтому мы могли с ними вместе лекции ходить, учить. Это дало очень большое преимущество. Я в группе учил, я один иностранец, 13 русских. Это значит, я должен лекции, все с ними ходить, практику. Это очень большое, это сложно. И одновременно в течение 2 года очень много мы учили. Быстро.
Раз мы про русский язык заговорили, вы прекрасно говорите по-русски, понятно, что это практика. А с самого начала трудно было учить русский язык? Я бы не сказал так трудно. Я вообще учил русский язык 6 месяцев. 6 месяцев. Вот курс в Краснодаре, потом в ВУЗе, потом общественные дела, потом я всегда читал русские газеты, журналы, поэтому было очень много слова в запасе. И общественной деятельностью занимался, поэтому так получилось. Вы так хорошо владеете русским языком, что я заметил, когда вы разговариваете с подчиненными, вы, конечно, разговариваете на их родном языке. А когда вы поворачиваетесь и начинаете со своими заместителями разговаривать на русском языке. У меня вопрос. А на каком языке вы думаете? Вы точно попали к моему успеху. Я никогда в России не думал по-сингалскому, не по-ланкийскому вообще. Я всегда свои дела, России сделал, я всегда был как русский. Я знал, что им надо, как с ними общаться, каким образом отношения вести. Все. Я никогда не переводил слова, дальше не думал. У меня философия была другой. Когда я в Шри-Ланку приехал, некоторые я использовал, но не все русские. Вот эти философии здесь. И здесь по-своему. Поэтому успех вот это именно. Многие ланкийцы, многие иностранцы именно сложно им в России что-то добиваться. Причина, они хотят не адаптироваться в русскую культуру. И вообще русское общество, они хотят свое одеяло провести туда. А это не получится. Как у вас говорят, своим уставом чужой монастырь не ходит. А так и есть. Я чувствую, что у вас прям частичка русской души, потому что вы прям живете какими-то словами русскими, идеями русскими. В принципе, идеи русские мне нравятся. В принципе. Потому что мне нравится вообще исторически, как этот народ стоят против всех трудностей. Это меня очень импонирует, потому что вот это дают человеку особенно, чтобы не ломать. Потому что, посмотрите истории, сколько раз нападали на Российскую империю, потом Советский Союз, потом сейчас даже Россию, международные взят. Ни за что они могут взять там санкции делать, ни за что они могут обвинить. Ну, как у вас говорят, собака лает, там караван идет, да? Ничего там еще не будет, ничего. Вот это мне нравится. Поэтому в Шри-Ланке мне легко, чтобы преодолеть все эти мелкие трудности. Если ты в России может что-то достичь и все сделать, своей культурой, своим языком, иностранец еще я был, до сих пор, да, читаю. Поэтому я читаю. Это очень большой опыт я получил из России. Доктор Саман, а вы помните своего первого учителя? Да, я помню, но, правда, я его имя я не помню. Но он очень обязательный был человек. И он прекрасно владел английским языком. Поэтому он нам преподавал русский язык и одновременно все объяснил на английском языке. Все падежи, все. И потом был очень требовательный. И поэтому, наверное, получилось такой результат. Вы много занимаетесь общественной работой. Вы также интересовались этим и в студенческие годы? Я работал много в общественных делах в нашем вузе. Я был студсоветник, дальше организации молодежные, потом интерклубы, но землячество красный уровни. Потом очень много я занимался это время. Наверное, это и способствует тому, что вы сейчас продолжаете заниматься обществом дружбы Шри-Ланка-Россия. Да, потому что были разные люди из разных стран. Потом я 10 лет, когда работал иностранцем, это разные культуры, разные религии, разные социальные населения. И я очень много получил опыт от этих общений. И это мне, конечно, помог на многие сложные вопросы. Именно когда я был послом, это мне огромно, очень здорово помочь. Легко находить общий язык. Да, очень просто. И потом я всегда благодарен этому образованию, потому что она была не монотонной. Она очень разнообразное образование. Это разные предметы. И очень много информации, политики, экономии. Но это мне сейчас как раз надо. Мне сейчас медицинские предметы не надо. Вот. И это, поэтому я
благодарна всегда на это образование. Ну и это обязательно совмещается с той общественной работой, которую Да, вы в делаете. Шри-Ланке... Общество дружбы. Да, общество дружба очень... Вчера открывали памятник Юрию Алексеевичу Гагарину. Да, Тоже и ваше детище. Да, и потом у нас сегодня Ланко-российская дружба – это очень крупная общественная организация. Там все дальше хотят участвовать в парламенте, и там потом везде. Очень большой интерес в России. Каждый день в любой газете в Шри-Ланке что-то про Россию есть. Но минимально дальше нет плохого, хорошего, культуры, по поводу политической жизни, экономии. Мы стараемся это дальше как-то фильтрировать и монитировать, какие, что пишут газеты. Мы очень сильно это влияет на эту медиапропаганду. Потому что сегодня вот как раз народная дипломатия, это есть у нас вот эта организация. Вы много занимаетесь филантропией. Вы даже создали свой фонд помощи Саман Вирасингхе Foundation. Да. Но это фонд для именно вот бедных людей, у кого проблемы там, особенно студенты, которые не могут учиться там, и что-то там, им помочь. Потом религиозные, это не буддистские, это все религии. Там можно веб-сайт идти, там индуйский больше, общественный. Там потом многим людям, которым нужна помощь на это. Потом русский культура и вот эти все российско-ланкийские дела ведем. И очень много. Там сегодняшнего дня где-то там есть 162 тысячи, что ли, вечерашнего дня. Очень много пишут. И в сингалском языке есть, в английском языке есть. И это потом в газетах я постоянно чего-то сдаю, какие-то интервью там. И вот так мы работаем. Доктор Саман, скажите, пожалуйста, мы сейчас находимся в новом месте, это новый комплекс, который сегодня было открытие этого комплекса, и мы посетили его вместе с очень известными людьми. Я думаю, что впервые на открытии комплекса были сразу два президента. Да. Бывший президент Шри-Ланки и действующий президент Шри-Ланки. Расскажите нам об этом. Но что это в этом место? комплексе дальше есть какая-то частица русской души. Потому что в этом комплексе это группа А, класса А. Я это учил в России. Когда я ходил в многие склады в России, смотрел, и там это сделано здорово. Я это учил. Я посмотрел, какие интегрированные системы. Потом я это привез, эти идеи туда. Потом нашел ланкийский архитект. Я привез много идей, документы из России. Я его поручил сделать систему. Вот это все было вместе. Международный уровень, европейский. Потому что мы экспортируем чай везде. Но должен быть чистота, должен быть стандарт. Поэтому вот это сегодня получилось, в принципе. Можно читать, такие комплексы в России много. А вот в Шри-Ланке пока мало. Это раз. И второй, два президента, потому что бывший президент, я тоже был очень прекрасные отношения. Я его советником был 5 лет, я его знаю почти 25 лет. А сейчас президент, он меня послом посылал, я его тоже знаю лет, 15. И я их предложил, потому что их идеи меня импонируют именно. Я их пригласил, и они оба пришли, хоть они оба были очень заняты сегодня. Но пришли потом остальные, это бизнесмены, разные государственные организации. Но вот так и были это открытие. Ну, на открытии мы видели больше 300 человек. И я заметил много выпускников советских. Да, там бизнесмены, врачи, инженеры, какие-то профессора, кто работает в госорганизации. Они многие российские и советские выпускники. Но у нас есть еще ассоциация выпускников и свои собственные там штаб-квартира. Дом выпускника. И у нас 5000 человек на всей Шри-Ланке работают. Это большая, можно говорить, сеть, очень крупный. Вот, поэтому, самая активная сеть на Юго-Восточной Азии. Да, Юго-Восточной Азии, самая активная сеть вообще Шри-Ланки, образование социалистических стран, если взять. Это да. Одним из интереснейших проектов, на мой взгляд, это был проект, связанный с переводом на сингальский язык многих произведений русской литературы, в том числе и детских сказок. Вообще мы перевели много
книги. И в этом числе мы первые перевели русско-сингалский словарь Белковича. И потом мы делали очень, наверное, уникальные книги в мире. Это русские оружия. Это были 70 лет. Вот мы выручили это. Дальше это России мы отправили несколько экземпляров. 3 языка. Сингальский, английский и русский. Все современные оружия. Дальше некоторые интересовались посольством. Мы как, это все как информированы. Они не знали, у нас военный аттаче посольстве был консультантом. Это дело. И много сказки, и потом многие русские писатели, там Толстой, вот это все были переведены. И потом мы создали литературные общества при русском центре. Там были ланкийские писатели, они переводами занимались. Потом сейчас это все, раньше это делали в Советском Союзе, я помню, и это бесплатно отправили туда. Мы сейчас это все здесь печатаем, и они очень такой небольшой цены продаются, и люди покупают, но это дело уже продолжается. Это есть. Мы посещали культурный центр, видели много фотографий и знаем, что вы инициатор многих направлений деятельности вот этого культурного центра. Во-первых, большое спасибо вам за поддержку, и этот проект реально называется «Культурный центр России», потому что там очень много детей, ланкийцев, которые приходят и занимаются даже балетом, я знаю. Да, но там, когда я знакомил туда мой очень близкий друг, вообще господин Романайко, и он выпускник Руден, и он вообще преобразование делал в этом центре, он реорганизовал. И там делал он очень много клубов, музыкальный, потом балетный, литературный, шахматный, рисование, музыка. Там что нет там, все есть. Там вообще проходит в течение месяца много детей, может быть 1000 дальше. И они получают это такое образование. И, конечно, одновременно они получают русский какой-то идеи, можно сказать. Частичку России Частичка находят. России. И поэтому она потом, это все опубликуется в английской, сингалской газете. Поэтому даже некоторые страны, я не хочу назвать эти страны, интервью, они стараются сейчас такой же культурный центр открывать и что-то там продвигать. Но пока у них так крупно не получился. Но здесь очень важно, надо вообще говорят, это все делается самостоятельно. Поэтому я думаю, вообще вот это русские идеи, русского мира, это должен быть более серьезно идти на Юго-Восточную Азию, как СНГ она сейчас идет, к нам, там, Индию, вот разных странах, да, чтобы помогли создать лингофонные кабинеты, чтобы люди учили русский язык, университетах, потом в школах книги должен быть, англо-русский, чтобы люди могли английском языке это все понять, словари. Вот это все должен быть. Это должен быть общенациональный проект с рубежом продвижения русского языка. Но правда это есть, но она не так очень сильно. Недостаточно. Недостаточно, да. Доктор Исен, вы, по-моему, единственный на Шри-Ланке, кто награжден очень большой наградой, это медаль почета. Помните, как его вручал вам Владимир Да, Владимирович? мне был так, но это должны были получить от президента, но что-то там МИДа это посылал Колумбу, а посол этот день России он вручал. Но приказ подписан премьером и президентом. Да. Но там приказы были за какие услуги, там было очень важно гуманитарные сферы, я которые сделал, это признание дипломов за рубежом, особенно это Малайзия, это первый шаг мы делали наш проректором, Ренат Николаевичем Малаудиевым, он ездил туда и знали 5 вузов без экзаменов, признали прямо наш диплом. Потом Индия, Шри-Ланка, весь, можно читать, многие страны. И потом русская культура, распространение вот в разных странах. Все это были оценено вот последние 20 лет моей работы и были вот эта награда. Доктор Саман, а в семье удается говорить с детьми по-русски? Да, они говорят, но там я вообще не вижу вопроса. Потому что они идут, у них дома они говорят, потом они в Россию поедут 2 месяца, именно там русский язык, практикуют. Но здесь я же не учил как-то русский язык по
рождения. И поэтому я здесь особенно не переживаю. Все будут, как Всему они свое захотят, время. да. Если они хотят, будут сингалские, будут русские. И я думаю, все равно для общества Шри-Ланки, я считаю, очень важный шаг, что если мы можем еще распространять русские идеи, имеется в виду не только язык, там, политика, экономия, культура, больше информации России. Для этого нужно много-много вкладываться. Смотрите на другие страны, опять я назвать не буду, но они очень много делают, чтобы продвигать дальше иногда вредные идеи. Но поэтому этим надо заняться. Ваша должность сегодня – советник президента по международным делам. А какие планы на будущее? Но план, что мы должны быть, во-первых, быть не присоединенной страной, никакой блок. Это первое. И второе, мы не должны забивать стран, как Россия, когда у нас была война 30 лет. Огромный вклад вез Россию. И дальше я помню Совета Безопасности, когда против нас хотели ввести санкции, против был Китай и Россия. Поэтому это мы не должны забивать никогда. Это раз. И потом мы должны работать очень близко в международной арене и России. Очень близко должны работать. Вообще наши очень много позиций совпадает. Никакие, я не помню последние 10 лет, что-то мы против друг друга играли там в каком-то форуме или там в международном арене. Это дальше продолжать и еще приближаться и совместно работать. Это план с Россией. Я помню ваше выступление на 3-м Всемирном форуме выпускников. Вы тогда сказали, что самое главное – это не забывать выпускников и иметь связь между выпускниками и их высшими учебными Да, заведениями. это очень важно, потому что многие выпускники советских вузов и российских, они занимаются большие посты. Его надо использовать, чтобы русский интерес вести на эти страны. И здесь прямо интерес могу сказать, потому что другие зарубежные вузы, кто закончит, они всегда их используют, благо своих целей, своих странах. А русские это мало используют. Поэтому я думаю, это пора этим заниматься очень серьезно, чтобы их пригласили, встречи были и дали конкретные задачи для них, когда такие возникают. И я думаю, это очень важный шаг для России, особенно Юго-Восточной Азии, потому что здесь очень хорошее влияние можно иметь через этих выпускников. Я хотел бы, чтобы вы сказали несколько слов напутствия тем студентам, которые сегодня выберут российское образование и поедут учиться. Россия – это прекрасное образование можно получить, но это зависит от человека. Человек придет в Россию, он получает огромную свободу. Почему свободу? Потому что там родителей нет. Поэтому он должен идти занятия, должен быть определенные уроки, учить, все. Но многие иностранцы, они хотят легко не ходить занятия, вот так ленивые, все получить. Но должен здесь в вузах, должен быть очень конкретно заниматься качеством образования, потому что не должен быть распространено такое мнение за рубежом, что русский это не то, там можно купить или там так, это нельзя. Потому что мы когда учили, мы всегда, у нас были перед экзаменом, с отчетами, страх. Это сейчас нет. Поэтому сейчас должен быть этим заниматься очень серьезно, потому что это эффект даст по будущему иначе. Но люди выбирать будут Россию. Почему? Потому что дешевле, первое, качественнее, второе, но в мире все равно признают это образование. Хоть все говорят, что мы диплом не признаем, ты экзамен не сдаст и может получить работу. Потом все это, всякие наука России, она развивается очень сильно в сравнении с другими странами, и потом вузов России сейчас уже первые 100 попали. Это очень большое преимущество. Потом вот это все вместе взятые, этот продукт может двигаться дальше в международном рынке. Но для этого должен быть, естественно, господдержка очень сильно. Потому что, посмотрите, если Великобритания взят, более 15 миллиардов фунтов они получают бюджет от образования. Австралия получает больше 10 миллиардов. Америка получает больше 30 миллиардов. А Россия, по моему мнению, дальше 1 миллиард пока нет. Где-то 500 миллионов. Я последнее читал, может быть неправильно, но надо посмотреть. Но до миллиарда нет точно. Но могли бы спокойно 5-6 миллиардов получить. Тогда
никаких проблем нет. Здесь два аспекта. Первое, деньги получить, свою идею бесплатно еще двигает. И все вместе. Подготовить кадры, Кадры. для будущих Всё. стран. И вузам это хорошо. Вот это очень важно. Но для этого много надо общежития. Это очень большой проблема в России. Хорошие общежития. Дальше Владимир Владимирович Путин, президент, он свою задачу сделайте нормальные общежития для людей. Не гостиницы, нормальные общежития. Это раз. Тем более платные общежития. Потом инфраструктура в вузах. Это все должно быть. Тогда его можно будет продать за рубежом. И еще надо, русские преподаватели учили английский, французский, немецкий. Это языка. Потому что это языка, это никакой национальности, здесь проблемы нет. Свой продукт продать, хоть учить тамильский. Я так говорю. Да, я же учил русский язык. Ну, поэтому это тоже надо. Тогда этот продукт можно продать и получить огромные деньги. Если несколько миллиардов, это уже с поставимыми другими импортными доходами. Да? Это пока, конечно, делается, но слабо. Вот все. Я благодарю вас за Спасибо. время, которое вы нам уделили. Да, я вообще хочу желать, что у вас вот эта ассоциация могла бы очень крупно взять на эту деятельность. Но мы в Шри-Ланке всегда рады вас видеть и все. И готов помочь не только Шри-Ланке, но, может быть, какие-то другие страны в этом регионе, которые наши друзья есть. И вам желаю, чтобы вы довели эту идею до конца. И желаю самого наилучшего. Еще вы несколько дней будете, чтобы вы хорошо отдохнули и возвращали опять в Шри-Ланку. Потому что в этой стране, кто отдыхает здесь, они всегда туда возвращаются.